Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Привет, друзья! Сегодня с вами готовим самое простое и самое вкусное блюдо, которое все любят. У нас сегодня с вами картошка на шкварках. Самая вкусная картошка, которую я когда-либо ела. Итак, начнем. Нарежем сало. Сало буду нарезать мелким кубиком. Сначала вот на такие пластинки. Затем разрежу эти кусочки пополам и нарежу поперек. Не сильно мельчите, потому что сало оно быстро вытапливается. Надо, чтобы остались шкварочки. Вот такие кусочки сала я предлагаю нарезать. Нарезала сало, его у меня получилось примерно 110 грамм. Ну, в общем, берите 100 грамм сала на 10 картофелин. У меня 10 вот таких небольших картофелин. Я картошку нарезаю соломкой, срезаю кромочку одного бочка картофелины, ставлю картошку на срезанный край и нарезаю на пластины. Вот у нас картофель нарезан на пластины. Теперь нарезаем поперек, и у нас получатся брусочки. Друзья, вот смотрите, вот примерное количество картофеля, которое получилось с нарезки 10 средних картошин. Теперь, чтобы избавиться от крахмала, для того, чтобы картошка не слипалась на сковороде, я вооружусь вот такой штукой. Вот, и промою картофель под струей воды. Теперь на небольшом огне будем вытапливать сало. Друзья, посмотрите, как выжарились шкварочки. У нас появился жир, на котором мы и будем жарить наш вкуснейший, самый вкусный в мире картофель. Итак, картофель я промыла под струей воды. Он у меня стек. И теперь я его выкладываю сюда к шкваркам. Картошку нужно перемешать. Добавляем огонь. И первое время, минут 10, жарим картофель без крышки. Лук я нарежу перьями. Вот так. Теперь эту луковицу я отправляю к картофелю. Все перемешаю. Друзья, прошло 10 минут, и теперь я перемешиваю картофель и добавляю сюда замороженный укроп. Если у вас укроп свежий, это будет еще вкуснее. Друзья, в картошку добавила, вот видно, чайную ложку соли. А вообще сами солите по вкусу. Может, кому-то это много, может, кому-то это мало. И теперь перемешаю. Стала образовываться красивая корочка. И теперь картошку я накрываю крышкой и оставляю ее под крышкой жариться 10 минут. Друзья, картошка поджарилась.
Она провела под крышкой 10 минут. В течение этих 10 минут я 3 раза ее переворачивала. А теперь необходимо ее накрыть крышкой, выключить огонь и подержать еще 10 минут, чтобы она пропиталась соком лука и укропа и шкварочек поджаренных. Друзья, вкус будет просто необыкновенный. Друзья, ну вот долгожданная картошка готова. Она жарилась на свином сале, точнее на выжарках, с укропом, с луком. Жарилась она всего 20 минут, 10 минут без крышки, еще 10 минут под крышкой и 10 минут она просто настаивалась без включения огня. Друзья, вот такая картошка имеет очень вкусный запах грибов. Я не знаю, что дает по отдельности такой вкус, но сочетание лука, укропа и шкварок в жареном картофеле дает вот такой привкус грибов. Вы знаете, это очень вкусно. Если вы еще до сих пор не жарили таким способом картошку, попробуйте пожарить. Мне, когда я ем такую картошку, и мяса даже не надо. Это очень вкусно, сытно, и я еще не встречала ни одного человека, которому не нравилась бы жареная картошка. А сейчас, друзья, я приглашаю вас подписаться на мой канал, поставить лайк, если понравилось видео. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.